Сегодня мы с вами будем готовить рождественские имбирные пряники. По этому рецепту я делала их на прошлое Рождество. Пряники получились очень ароматные и очень вкусные. И я обещала подробно рассказать вам об этом рецепте ближе к Рождеству этому. Время пришло. Для начала все нужно подготовить. В небольшой мисочке смешиваем соль, соду, корицу и имбирь. Все ингредиенты и их количество будут указаны в описании к видео и закрепленном комментарии. Если вы не смогли купить молотый имбирь, то просто натрите на мелкой терке свежий, и поверьте моему опыту, ваши пряники будут еще ароматнее. Затем в миске большего размера просеиваем муку. В ней мы будем чуть позже замешивать тесто. Еще в одной миске взбиваем до бела яйцо, желтки и сахар. Легче и быстрее будет, если вы воспользуетесь миксером. Готовим кипяток, который понадобится нам при заваривании карамели. Далее насыпаем сахар в кастрюльку и держим на среднем огне до тех пор, пока он не расплавится. Когда сахар расплавится, добавляем по чуть-чуть стакан кипятка. Лопатка с длинной ручкой не позволит вам обжечься паром во время помешивания карамели. Затем в ход идет смесь специй, которую мы тоже добавляем маленькими порциями, непрерывно помешивая. Из-за соды образуется высокая пена, поэтому кастрюльку лучше взять с высокими бортиками. Уменьшаем огонь и добавляем сливочное масло. А после его растворения вливаем тонкой струйкой яично-сахарную смесь, все так же непрерывно помешивая. Все хорошенько перемешиваем и, не дожидаясь остывания, вливаем карамель в муку и замешиваем ароматное тесто. Ложкой мешать неудобно. Руками во все это вляпываться я тоже не рекомендую. Лучше всего это делать лопаткой. Перекладываем тесто в пакет, герметично закупориваем и отправляем на сутки в холодильник. Его можно хранить в холодильнике до 3 месяцев, а сами пряники до года, при условии, что они будут упакованы без доступа воздуха. На следующий день тесто из холодильника достаем примерно за час до выпечки, чтобы оно прогрелось и снова стало эластичным. Раскатываем тесто толщиной примерно 6-7 мм. Чтобы пласт был ровным, лучше использовать ограничители. У меня это 2 отполированных штапика. Теперь вам пригодятся формочки для вырубки теста. Но если у вас их не оказалось, то вы можете вырезать пряники ножом, используя картонные трафареты любой формы и размера. Если сделать в них дырочки, то можно будет украсить ими елку или гирлянду.
Выпекаем пряники при температуре 180 градусов Цельсия примерно минут 10. Не ждите, когда они сильно потемнеют, иначе они будут твердыми. Теперь приготовим глазурь. Яичный белок смешиваем с сахарной пудрой, добавляем лимонную кислоту на кончике чайной ложки и взбиваем миксером в течение 5 минут. Это будет глазурь для контура. Часть глазури окрасим пищевыми красителями. Переворачиваем пряник и при помощи кондитерского кулька наносим контур. Для заливки нам понадобится глазурь более жидкой консистенции. Для этого в первоначальную, базовую, нужно добавить немного холодной кипяченой воды и хорошенько перемешать. Добавляйте понемногу, чтобы не переборщить. Глазурь должна растекаться, не оставляя рисунка, спустя несколько секунд. Заливаем глазурью пряники, заполняя небольшие пустоты при помощи зубочистки. И тут же, не дожидаясь, когда она застынет, добавляем дополнительные элементы. Хотя это можно сделать и после застывания основного фона. В этом случае элементы будут более выпуклыми. Пряники можно также украсить кондитерской посыпкой. Они получаются особенно праздничные. Но, на мой взгляд, приятнее есть те, которые украшены только глазурью. Посыпка слишком твердая, и это немного портит впечатление. Не страшно, если ваш первый пряник получится не слишком идеальным. Возможно, вы даже всей семьей по-доброму посмеетесь над вашим творением. Но я уверена, что именно он останется вызывающим улыбку, самым милым воспоминанием среди всех прочих воспоминаний о ваших рождественских пряниках. Доброго вам настроения и спасибо за лайк!